Приветствую всех любителей нашего блога. По воскресеньям мы записываем чемпионат Англии. К большому сожалению, тур будет неполным. Челси добыл первую победу за последние 5 туров. Команда Лэмпарда была сильнее соседей Тоттенхэм 2-1. Счет мог быть крупнее, если бы Баркли не попал бы в штангу. Матч был принципиален вот еще с какой позиции. Шпоры в таблице вплотную приблизились к синим. Давайте вспомним, что в первом круге Мауриньо также проиграл, но с результатом 2-0. 3 голами порадовал местную публику Бернли, который поставил на место вырвавшийся из зоны риска Борнмут 3-0. Такого позора клуб не испытывал с января, когда был бит Уотфордом. В прошлом обзоре мы рассказывали, что выдра не забивает 1,5 года. В этом туре ему удалось отличиться вновь. Его команда не проигрывает 5 туров кряду, 4 победы и ничья. Справедливости ради отметим, что в первом тайме лучше выглядели гости, они получили отличный урок. На спортивном вышли итоги Еврокубковой недели, смотрите этот выпуск после этого. Кристал Пэлас 8 долгих игр ждал победы. И вот она случилась во встрече с Ньюкаслом 1-0. В очных играх между этими клубами это привычный счет, максимум чего можно было ожидать 1-1. Черно-белые сороки не побеждают в первенстве страны больше месяца. Шеффилд Юнайтед и Брайтон записали на свой счет по 10-й ничьи. Чайки в этом году еще никого не заклевали. 2 поражения и 5 ничейных результатов. Шеффилд не проигрывает Брайтону на протяжении 15 лет. Астон Вилла перед важной игрой проверила себя в матче с Саутгемптоном, который месяц не знал до этого побед. Но опыт оказался неудачным. Святые отметились в дебюте и в конце игры 2-0. Клуб из Бирмингема терпит крах в 3-м туре подряд, что опять может загнать их в зону вылета. Лестер принимал конкурента в борьбе за серебряные медали Манчестер Сити и уступил с минимальным итогом за 10 минут до конца игры. Перевес горожан был очевиден. В таких случаях говорят, что не Лестер отыгрывался, а Манчестер имел шансы увеличить результат. Стоит сказать про незабитый пенальти Агуэро. Для команды Гвардиолы это какой-то бич, ведь они не реализовывают уже 4-й пенальти в сезоне. Лестер не может выиграть уже 4 поединка с учетом кубковой игры, а Манчестер ожидает следующая игра в Лиге чемпионов с Реалом. Манчестер Юнайтед в воскресенье воспользовался осечкой Шеффилда и Тоттенхэма и вышел после победы над Уотфордом на 5-ю строчку в таблице. Хозяева Олд Траффорда взяли реванш за поражение в декабре, которое испортило им католическое Рождество. Зимнее приобретение Бруно Фернандеш забил первый гол за английский клуб. Манчестер не проигрывает во всех турнирах 5 встреч. Параллельно проходила игра между Вулверхэмптоном и Норвичем, в которой аутсайдер лиги попал в волчий капкан 3-0. Жота разошелся. В Лиге Европы ему удалось забить хитрик. Сейчас он помог своему клубу дублем. Если почитать все дубли и хитрики за сезон, то у португальца их уже 4. Стоит добавить, что на носу уже март, а для Вулверхэмптона это первая победа в родных стенах в 2020 году. Арсенал и Эвертон подходили к очной игре с беспроигрышными сериями из 9 и 5 матчей соответственно. Последний раз клубы встречались 3 месяца назад и не смогли забить, а вот во главе с новыми тренерами получился уже зрелищный матч, который завершился в пользу канониров. Кальверт-Льюин, который забил на 49-й секунде, оформил свой 12-й гол в АПЛ, а Обамейянг 17-й. Ливерпуль и Вест Хэм закроют этот тур в понедельник 24 февраля. Молотобойцы 1,5 месяца не знают побед. Следующий тур начнется в конце февраля. Норвич сыграет с Лестером, на следующий день поединок Астон Виллы и Шеффилда, но он будет перенесен позже, скажу причину. Брайтон ждет в гости Кристал Пэлас, Борнмут Челси, Ньюкасл Бернли, Вест Хэм Юнайтед Саутгемптон, Уотфорд Ливерпуль. У красных начинается серия с аутсайдерами. В первый день весны Манчестер Сити и Арсенал не сыграют. Дело в том, что 1 марта состоится финал Кубка Лиги между горожанами и Астон Виллой. Эвертон будет стараться отобрать очки у МЮ, а Тоттенхэм у Вулверхэмптона. Посмотрим сейчас бомбардиров и ассистентов, а затем уже таблицу. У Варди 17, у Обамейянга столько же. Агуэро не сумел отличиться в этом туре 16, у Инкса 15 празднований. У Де Брюйне 16 голевых пасов, у Тренда Александра Арнолда 10. В таблице Ливерпуль является единственным клубом, который идет без поражений. Отличное достижение и по забитым и пропущенным голам 61 и 15. Манчестер Сити, который был 3-м, отрывается от Лестера уже на 7 баллов. Отмечаем неудачное выступление Лидс в последнее время. Челси на 4-й позиции, которое чудом удалось удержать. На 5-е место вышел один из самых популярных клубов Англии МЮ. Внизу также большая интрига. Вест Хэм, Уотфорд имеет по 24 очка, Норвич самый последний. У канареек 17 проигранных туров. Вспомним, что в прошлом сезоне худший клуб Хаддерсфилд уступил в 26 турах. То есть у Норвича еще не все так ужасно. Давайте наберем 1000 лайков, чтобы отблагодарить автора, если это не заденет ваших чувств. Рекомендуем узнать расклады перед стартом отбора к чемпионату мира в Азии. Услышимся на спортивном уже завтра.